Всем привет! Вы находитесь на канале Дипраша. Сегодня 24 июня 2025 года. И что у нас на текущий момент с сельским хозяйством? Так, это кот-малыш. Он, как всегда, в последнее время ночует на улице, домой не приходит. Ну, точнее, приходит только поесть, позавтракать, пообедать, поужинать. Про кота Персика я вообще молчу. Этот вообще шляется непонятно где, и дни и ночи напролет. Этот-то хоть у нас на участке возле дома тусуется. А Персик вообще непонятно где. Так, что у нас с сельским хозяйством? Тут вот зеленушка посажена. Петрушка, укроп еще не взошел. Вот тут у нас морковь посажена. Это все посажено в июне. Вот тут посажены томаты. Золотые яйца Golden X. Но рассада была переросшей, слабой. И не знаю, вырастет или нет. Вот тут вот острые перцы посажены. Вроде как-то переживают. Но пойдет жара, наверное, расцветут. Вот тут вот посажен магазинный чеснок. Прошло 2 недели, и он еще не взошел. Взойдет ли? Я не уверен. Вон тот сортовой чеснок уже месяц растет. Растет хорошо. Так. Вчера я посадил остатки рассады сладких перцев в грунт. И вон там у меня еще тепличка с перцами тоже. Вот столько сладких перцев у нас. Это вот парничок с огурчиками. Сегодня ночью было 3 градуса мороза, 3 градуса тепла всего. Боялся, что мои перцы повянут. Но они не повяли, потому что это все-таки не заморозок. Но развиваться они будут плохо, к сожалению. Так, с картошкой все хорошо. Сортовая картошка гола. Сортовая картошка гола взошла. Я ее уже окучил 1 раз. Это все вот до вот этой веревочки. Это все вот гола. Вот до этой отметки. 8 килограмм я ее купил весной. Дальше идет магазинская картошка от какого-то ростовского фермера, вот эта вот, которая зеленая взошла. А вот которая почти не взошла, это то ли египетская, то ли китайская картошка. Она очень плохо взошла, практически не взошла. А ростовская выглядит не хуже, чем гола. Посмотрим, какой будет результат. Так, мотоблок у меня сломался, к сожалению. Но территория у меня еще есть освоенная. И дальше я буду продолжать разрабатывать территории. Вот вчера я тут немножко разработал уже с помощью лопаты и мотыги. До осени надо хотя бы половину вот этого поля обработать, чтобы можно было или яровой чеснок посадить, или на следующий год уже картошкой все это засадить. Посмотрим, какая будет цена на картошку осенью. Осталась у меня еще рассада томатов. Но я думаю, у меня достаточно земли, чтобы ее высадить. Но в таких условиях конец июня, плюс 3 градуса тепла, постоянно идут дожди. Последние 2 недели почти каждый день. Вчера вот только дождя не было. Вы считаете это нормально? Конец
июня и 3 градуса тепла. Так, это то, что я посадил в мае. Все взошло хорошо. Это вот укроп, это вот свекла. Свеклу я знаю, да, надо провеживать. Петрушка взошла плохо. Вон там я еще досадил. Свеклу, да, ребят, надо провеживать, я знаю, но что-то пока я не решусь на это. Это вот у нас редиска разная. Я ее уже вовсю ем. Это вот салаты разные. Лилоросса, изумрудный, обычный салат. И открытие этого сезона шпинат. Жалко, что я раньше не знал, что он такой хороший. Так хорошо, так дружно растет. Вот смотрите, салаты только-только подходят, чтобы их срезать. А шпинат я ем уже минимум 2 недели, если не 3. На следующий год площади под шпинат я увеличу. Вот тут у нас были посажены кабачки и тыква. Тыква не взошла совсем. Кабачки взошли плохо, я их еще досаживал. Еще пришлось досаживать, но все равно плохо. С кабачками в этом году плохо. Ну, мне хватит на свое потребление. Вот это у нас сортовой чеснок. Гулливер. Взошел очень хорошо, но он очень дорого мне обошелся. 2900 с чем-то, почти 3000 за килограмм. Это, ребята, конечно, очень дорого. Но дешевле весной этого чеснока я не нашел. Вот тут у меня еще кабачки посажены. Сажать пришлось 2 раза. Как видите, они все разные, потому что вот это вот, которые взошли сразу, 1, 2, 3, 4, 5, 6 кустов, ну может быть 7, а остальное я досаживал позже. Ну тоже взошло плохо. Ну ладно, что взошло, то взошло. Вот тут у меня посажен лук, обошелся он мне недорого. В прошлом году я покупал по 400 с чем-то рублей килограмм, в этом году, по-моему, по 360 он обошелся мне. И оказался очень хороший лук. Хоть и мелкий, но взошел дружно, хорошо. И лук я ем уже давно. Вот этого мне на свое собственное потребление, вот эти вот 2 грядочки, хватит за глаза. Я надеюсь, урожай будет хороший. Ну, зеленого лука, во всяком случае, хороший урожай. Так, вот такие дела с огородом у нас в зоне рискованного земледелия на Южном Урале. Вот эта вот тепличка у нас с этими, с перцами, со сладкими. Под пленочкой они развиваются хорошо. Причем в тепличку были высажены самые мелкие перцы. И они уже обогнали те перцы, которые росли в рассадных емкостях. Это у нас не пчелы, это у нас шмели. На этом растении пасутся только шмели. Пчелы, видимо, не могут достать нектар из этих цветков. Перцы под пленочкой растут хорошо. И до конца июня они будут под этой пленочкой сидеть. Потом, возможно, я ее уберу, потому что или дуги надо другие ставить, покупать побольше. Ну какой вывод? Вывод такой: не только огурцы, но и перцы надо сажать в теплицу.
в нашем уральском климате без теплицы хорошо растет только вот такая вот зеленушка. Но свекла, на удивление, в этом году ботву хорошо пустила. Лук, чеснок, укроп, петрушка, редиска и, конечно же, картошка. Ну и что там, кабачки, может быть, зайдут. Это вот все то, что можно вырастить в открытом грунте у нас на Южном Урале. Все остальное должно быть в теплице. Надо, ребята, покупать теплицы, где-то добывать денег и ставить или строить большие стационарные теплицы. Как минимум парочку тепличек надо купить стандартных. Ну и территорию под парнички расширять. Ну вот острые перцы в прошлом году еще неплохо выросли. В этом году не знаю, что с ними будет. Дадут ли они такой хороший урожай, как в прошлом году. Вон там, вон возле забора еще распаханный участок есть. Я планирую его запустить или под клубнику в следующем году, или может подсолнечник там посадить. Все, на этом заканчиваю. Всем пока.